Здравствуйте, товарищи! Здравствуйте! Куда отошел? В мирный мой? Данный личный состав начнет заступать на несение гарнизонной и караульной службы, а также будет привлекаться ко всем тем мероприятиям, которые проводятся в гарнизоне. Делать все централизованно. Дальше хочу обратить особое внимание на выход за пределы зоны и так далее. Перенести наверх, перебраться полностью. Почистить комнату, обработать дезинфицирующим раствором. Все вопросы к товарищу Зою. Количество личного состава. Ага, с кем это вы будете править? Из чего, с какого оружия? АК, да? АК и ПК. Я понял. Наших гостей будете забирать? Определить гостям норму стрелкового вооружения, определить БК, после завтрака определить время для выдвижения на стрельбу. Но желательно это сделать таким образом, чтобы та тревожная группа, которая сформирована, не была раздербанена. Ну, сильно, во всяком случае, раздербанена. Мы здесь, конечно, в пределах прямой видимости всегда можем докричаться до вас, но тем не менее. Вновь прибывших подразделений, вопросы ко мне. Я являюсь заместителем командира ДКО, добровольческого коммунистического отряда, по боевой подготовке. Мой позывной Святоша, зовут Владимир. По причине нас и называют иногда интернациональными бригадами. Мы уже привыкли к этому. Ну, как бы, говорить каждому человеку, что я не являюсь бойцом интернациональных бригад, сложно. Ну, ДКО, коммунисты и коммунисты. Вот. Проверка автотранспорта. То есть такие отработки. Ну и мирные жители начали потихонечку из домов с закрытыми ставнями, собственно говоря, выползать на улицу, скажем так. Ну реально. Вот. Поинтересовались, не мешаем ли мы своей деятельностью им, может мы там уйдем куда-то, еще прочее. А нам нужно было отработать с молодежью, собственно говоря, именно работу в поселках. То есть здесь жилые дома, подходы, как все это правильно делается, как не напугать мирных жителей, но при этом провести зачистку территории, просмотреть улицы, просмотреть переулки. То есть работа на населенном пункте, она очень сильно отличается от работы в поле. Вот. И спросили мирных жителей, не мешаем ли мы вам. Ответ был вообще просто замечательный. Причем люди разного возраста, разного пола, даже, насколько я видел, разных социальных групп, они сказали: спасибо, ребята. Вот мы вас здесь увидели, мы знаем, что все... Москаль! Бою! Занять позицию! Уничтожить противника! Нижняя мишень! Чуть-чуть правее, влево пошли последние. Пострел закончил. Противник уничтожен. Отлично. Цель уничтожена. Мы страну не разделяли, не растаскивали на куски какие. Спокойно себя работали. Гребаный Майдан, они там все саботировали. Все началось, в принципе, наверное, скорее всего, с помаранчевой революции. То есть предатели Родины, да, которых надо наказать? Да, ну как еще назвать их? Конечно, предатели. Из-за них же все, они же подали. Они убивают детей, людей, стариков. То есть надо их наказать. Да, чем быстрее, тем лучше. И народ Украины перестанет страдать. И победа будет за нами. Да, как... Поправочку! Огонь! Поправочку! Ниже! Левее, в левую сторону. Еще! Оба. Ниже, ушло. Влево! Вверх пошло. Ниже! Я смотрю, он всем это самое, он получается. Силикон идет. Все, стрельбы закончены. Отставить, отойти от орудия. Разбираем.
Все, ребят. Великобритания, Испания, Германия, Франция, Италия. Начинается оно как раз с того, наоборот. Да, с флага. Чашка из Дебальцева. Хотелось бы узнать Вы нас готовы покормить? мнение Евросоюза по этому вопросу. Мнение Германии, Великобритании насчет амбиций Украины. А также хотелось бы узнать мнение немецких нацистов по поводу вот такой вот карты. Вот эта символика, это символика отряда ДКО. Нашивается она на левый рукав. Таким вот образом. Вот так. Я вам могу сказать, что когда люди видят бойца вот с такой символикой, они относятся, ну как бы, вот ваши лежит, вот ваши лежит. Они относятся, честно говорю, совершенно по-другому. Сразу возникают вопросы, сразу спасибо, ребята, а можете нам помочь вот в этом, а можете сделать вот это, а помогите нам сделать вот это. То есть отношение к личному составу ДКО совершенно другое. Не такое, как немножко, как к другим ополченцам. При знаке на колено группа делает шаг в сторону, немножко как бы рассредотачиваясь, да? Если шаг в сторону сделала и села. Стоп! Раз, два. Соответственно, вы тыловой дозор. Если вам сказали, а вам не сказали, как выдвигаются, они выдвигаются коридором или они выдвигаются змейкой. Не сказали. Соответственно, значит, туда пошли и пошли. Внимание, что ты встал? Чего встал? Все, все на местах лежат. Направлены не в ту сторону, уходят на нас. Здесь, все, кто находится здесь, они находятся под линией огня. Там ничего нет, там уже колено вставлено, ты двигаешься, понял, тазом. О, старайся быстро, видишь, и пошел, и выстрелил, так же самое, понял, шаг делаешь, о, выстрелил, и ушел. Граната! Можно ладошкой, можно выставить так вот автомат впереди. Все, раненых нет, 300-х. Вот! Посмотрел. Раз, два, три, лег. Все. Начинаю отстреливаться. Тух-тух-тух, тух-тух-тух. Отстрелялся немного. Поменял позицию. Опять-таки я вижу, где что. Осматриваюсь так. Я вижу, я должен видеть всех. Кто где и как сделал. Дальше командир дает команду какую-то по ходу боя. Или мы отступаем, если силы у нас, допустим, не равны. Или мы отступаем, или идем в наступление. Позиция. Мы стараемся их... Уйдем вот эти боком, да? И смотрите, вот позиция тоже, да? Присели вот так чуть-чуть и проходим, смотрим. Раз, два, три, чтобы в любую секунду может выстрелить. Или слева, или справа. С той стороны у нас как бы все закрыто, да? Мы проходим участок. Прошли, дальше выдвигаем. Знаю, слушай, на оружие. Ваша цель. Огонь! По-моему, было попадание. Попадание было на 4 часа. Крест. Крест. Вот туда попало. Да, вроде. Хорошая. Хорошая. Все. Продолжаем дальше. Я готов. Дальше каждый стреляет уже. Давай. Есть попадание на 4 часа, скажем, в край листа. Понял, да? Так. Давай ты стреляй. Направо, к выезду. Правый верхний угол. Чуть-чуть. Попал ему выше, ниже стрелять. Если встретишься, попадаешь примерно ему в этот глаз. Попал, москаль. Минус глаз. Чуть-чуть повыше.
О них, значит, не забываем. А когда человек не забыт на войне, это самое основное. Почему связь всегда ценится? Когда остаешься без связи в режиме боевых действий, конечно, тебя все бросили. Да. Поэтому для них это очень большое поднятие боевого духа. Для них это определенное, скажем так, даже, как выражается молодежь, это я на примере своего сына просто, где-то плюс 30 к настроению на сегодняшний день у них однозначно есть. Особенно с учетом того, что день солнечный. Это у нас тут уже туман, и что-то как-то подзамучили немного. Весна тяжелая. У большинства из нас отношение к Украине одно и то же. Здесь погибли наши деды, здесь погиб мой дед. Защищая Украину, был командиром танкового батальона. Вернулся из госпиталя домой, отдохнул несколько суток, началось наступление Украинского фронта. Он погиб здесь, в первом же бою практически, после госпиталя, после отдыха. Это был 1943 год. Вот как раз практически на этом направлении. Вот сейчас я приехал сюда. Надеюсь, что мы выполним те задачи, которые перед нами поставлены, и эта война закончится для мирного населения как можно скорее. Да, часть